наглядный пример, для чего, в принципе, столбики нужны. Чтобы видеть, да, дорогу, потому что вот в данном моем случае еду, у меня одни вот есть следы, по которым я еду, но это от саней, возможно, потому что как бы для машины узковато вроде. И все, вот, в принципе, краев дороги не видно, чтобы понимать, где край дороги, насколько ты можешь разминуться со встречкой. Приветствую всех на своем канале. Зима в полном разгаре уже, хоть у нас еще и ноябрь не начался. Чем дальше, тем дорога у меня куда-то пропадает под снег глубокий какой-то притом. Я сантиметров 20 уже, наверное, пробиваю снега, еду. 30 октября я выехал из Швеции в Норвегию. Проезжал я границу Остби. Пришлось мне выехать рановато, где-то в часа 4:30 я выехал, чтобы на 8 часов быть на границе. Граница открывается с 8 утра. Снег валил, дороги не было, то есть сам себе протаптывал, но дорога как бы прямая, никаких сложностей нету, резина хорошая, вес позволяет как бы тоже. Разгрузился я в Норвегии и также загрузился. Дозагрузка была 31 октября, и для меня было очень странным, что вся Норвегия, в том числе и часть Южной Норвегии, была тоже завалена снегом. То есть циклон прошелся по всей Скандинавии, из Швеции и Норвегии. Единственное, что не знаю, как там дела обстояли в районе Ставангера. Но центральная часть, Осло, Фредрикстад, тоже было все под снегом. Я буду счастлив, если я сейчас на этой козлячей дороге встречу кого-то навстречу, грузовик какой-нибудь. Выдвинулся я в сторону Швеции после загрузок той же границей Остби. И путь предстоял мне до первой выгрузки. Еще нужно было успеть в этот же день разгрузить. О, зашибись. Накаркал. Дорога шикарная, конечно. Хорошо, что это хоть легковая, а не грузовая. И подъем. Шикарная тема. Идет. Разгрузку дал он 15,5 тонн на ведущую ось. Это хорошо, что каша как бы. Если бы сейчас здесь был гололед, все, я бы на этом подъеме и остался бы. Веселуха ночная, да. И нужно было проехать по 314 дороге. Снег шел, но погода была переменчива. 0, -1, -2, -3. Выехав на эту дорогу, в принципе, да, узковатая, но ничего не предвещало. Пустая, никого нету, все хорошо. Я так понимаю, это чувак на двухоснике, и он не поднялся. Шикарно. Ну что, пробуем объезжать. Да уж. На двухоснике без цепей. Красавчик.
Молодец. Так, ленивец надо... Мало от того, что он был без цепей, так он еще был и на обычной резине. Вот внимательно присмотритесь, и вы сами поймете, что это у него край торчит не зимняя резина. Могу предположить, что это был Michelin Multiway 3D. Еще один, да ну нахер. Ой-ой-ой-ой-ой, что тут робится? Так, походу я приехал. Тут валяется, что валяется здесь? Грузовик. Зашибись. Апокалипсис, просто какой-то дичь. В общем, за рулем азиатской национальности водитель. Я так предполагаю, маршрут ему этот проложил менеджер его. И он по нему следовал без всяких вопросов. Я думаю, комплекта цепей у него никакого не было, так как в Швеции, в принципе, цепи не требуются. И поэтому здесь все едут. Но это как бы считалось уже немножко чуть севернее Швеция, как бы не сильно, ну, выше центра. Значит, зима там всегда стоит стабильная. И мороз, и снег. Все, что хотите. Не в этом дело уже, как, что да как он остановился. Было два варианта. Либо он просто не поднялся на подъем, либо второй вариант, что вот эта машинка, которая лежала в кювете, он на нее решил поглазеть. Там, возможно, он снимал на телефон, показывал там родственникам, как любят все такие вот ребята. Они, оп, все, смотри, я тут еду, тут зима, тут Швеция. Смотри, тут вон машина лежит. Естественно, он сбросил скорость. Впереди был поворот и подъем. И а-ля улю приехали. Так, бочка. Бочка, бочка, бочка. Все. Я его хрен, наверное, обеду. Или обеду. Трехосник, бляха-муха. Фу, ужас, блядь. Ну и трехосник. Трехосник гарантированно могу сказать, что уже его сложило из-за этого двухосника. Он его проехал. И дальше у него что, не знаю, как и что получилось. Но, в общем, его, ну, просто, как вы видели, стянуло жопу. Он выкручивал, выруливал, но жопу его стянуло. Скорость была небольшая, поэтому вся сцепка не ушла на бок. Как лег туда тот грузовик? Первый вариант. Либо он из-за этого двухосника туда лег, либо он все-таки был первым. Вот. Поэтому здесь такая вот непонятная ситуация, конечно. Да вы прикалываетесь. Еще один висит на подъеме. Так, ну этого я пойду смотреть, потому что там подъем. Смогу ли я его проехать или нет? В втором, конечно, трехоснике я подзадумался очень сильно, но решил проезжать. Водитель мне показывал, что давай, все хорошо. Единственное, что опасность была край, то есть, чтобы у меня тоже немножко колеса не соскочили, там, так как там было скользко, ну, последствия могли быть чреваты, просто колеса бы соскочили, я бы мог устоять, все нормально, но как бы дальше двинуться не смог бы, дорога была бы полностью заблокирована, и так как мы вдвоем были бы вместе, то
Там цепи, не цепи уже никакие бы нам... Ну, ему так точно цепи никакие не помогли, он ждал викинга. Ну и, вероятнее всего, меня бы тоже он уже... Я бы, точнее, его тоже ждал. Впереди поехал джип. Может, мне удастся рассмотреть его фарами, что там происходит. Ничего там особо не понятно. Успешно проехав его, увидел, что вдалеке тоже аварийки. И так как было видно на дальнем свете, что там подъем, я не рискнул ехать дальше. Я пока что подсыпал под колеса подсыпки, чтобы меня не начало тянуть. Вот. Потому что вес у меня все-таки 26 тонн. И немножко хочу понаблюдать, чтоб меня... Потому что, ну, каток. Здесь каток. Поэтому я чуть-чуть жду. Но в теории подсыпался, то не должно меня тянуть, чтобы пройти вперед, посмотреть, что там с тем, который стоит впереди на аварийках. Потому что я не понимаю. Там подъемчик идет. И мне как бы только на хорошей скорости его проходить. Вот. И нету ли там еще кого-то. Вот. Сзади уже все понятно. Если еще машина будет, он за мной это станет. Вот. Легковая проедет, грузовая нет. Сейчас пойду. И также я заблокировал прицеп, отдельно вытащив красную кнопку. Фу, запыхался я. Пока ходил, впереди стоящий не поехал сюда, так как здесь тоже, то есть подъемчик. Я стою на спуске, он стоит тоже на спуске. Вот. Он не рискнул, у него длинный цешка-ешка. Вот. Я посмотрел. И, короче, все нормально. Пора мне... Буду пробовать брать. Зеркало сложу. И поехали. Босс звонит. Трохи позже я ему перезвоню. Подойдя к нему, увидел, что это у нас скандинавская сцепка, цешка и ешка, то есть длинный 25 метров. За рулем был, вот номера, если честно, я не помню, на видео, может быть, рассмотрите сами, шведский или норвежский. За рулем был поляк, то есть он уже зашторенный, лежал там. Я говорю, что ты, как-то? Он такой, да нет, типа нормально, я не рискнул, говорит, ехать просто дальше. Я говорю, как там дальше? Он говорит, все хорошо, дальше все, еще чуть-чуть проедешь, и все будет чисто. Он стоял хорошо прижатый, в отличие от, кстати, двухосника. На видео, может быть, это не так сильно видно, но у него еще целый метр был до края дороги. Тем самым он все-таки не очень красиво стоял. А этот поляк стоял очень даже четко. То есть проехать его было без проблем. Он спросил, говорит, у тебя есть подкидухи? Я говорю, нет, у меня нету, но на ведущую ось у меня хороший вес, поэтому вопросов тут не будет никаких. И все, ребят, отправился я проходить третье препятствие. Аккуратненько, не спеша. Ну, здесь подъемчик, как оказалось, не сильно страшно, но и он стоит аккуратно. Поэтому должны мы без проблем сейчас проехать его. Вполне. Дальше сказал, все чисто. Время было уже в районе 7 вечера, когда я выехал оттуда. Или 8, я уже честно не помню. Мне сказали, что там выгрузка, где у меня должна быть, что они работают там круглые сутки, то есть можно выгрузиться, приехать. Я отправился туда. Незадачка, что навигатор автомобильный меня хотел привести такими кустами туда, что, ну, и просто впереди я видел, куда поворот показывал грузовой навигатор. Он меня вел просто под кирпич какой-то.
я поехал по Гуглу к этой фирме на точный адрес. И вначале увидел 2 рампы, ну и поехал к этим 2 рампам. Все, везде, ну, темнота, ничего не понятно. Смотрю, какие-то ворота открыты, а там снега куча. Я просто заехал на какую-то легковую стоянку, я не знаю, куда я заехал, просто топтал снег где-то полметра. Ну ладно, не полметра так. Ну, хотя, может быть, где-то так 40-30 сантиметров покров такой был. И вот вся моя масса тягача позволяла спокойно там ехать. Я проехал, встал, пошел в разведку, ничего не нашел. Нашел номера телефонов, позвонил, но результата никакого не дало. Шеф мне скидывает потом, что говорит, ты вот здесь стоишь, а вот тут сбоку есть ворота. А я когда проезжал, видел их, что, ну, контейнера какие-то, знаете, как часто бывает, какая-то территория, и есть отдельная территория, где вот такие вот мусорки, контейнера стоят. Я как-то не придал этому значению. Но он говорит, едь туда, там тебя выгрузят. И я, расчистив с собой снег им на площадке этой возле рамп, поехал туда, в эти открытые ворота. Даже еще и выгрузиться успел. У меня 5 штучек было небольших. Каким-то образом мне удалось здесь крутануть пятака. Еду на стоянку отдыхать. Завтра продолжим свой путь. И ровненько у меня вышло 10 часов вождения. То есть запас еще общего немножко был, но вождение я вот выгнал ровненько почти в 9:59, потому что раньше просто там не было стоянок. Путь был около 100 километров вот это вот 314 кривой косой. И затем еще 20 с чем-то километров я доезжал до стоянки. В общем, все четенько получилось. Ну и на следующий день мне предстояло сделать 3 выгрузку. Первую я сделал очень быстро. Я приехал в Сунцвал на фирму, увидел, едет погрузчик, тормознул его. Там были рампы, нужно было как бы парковаться под рампу. С рампы ты выгружаешь сам себе, самообслуживание. Вот. Но я думаю, зачем мне под эту рампу парковаться, у меня один палетик, попрошу его. Он согласился без проблем, подписал мне документы, забрал у меня этот палет, поставил его на рампу. Отлично, я, то есть, ну, заняло это 2 минуты, может быть, 1,5 минуты, и я уехал дальше. Оставалось 2 еще выгрузки, и я вот отправился самый тяжелый свой груз выгружать, недалеко от Скелефтея, в 30 километрах. Второй день. Продолжение апокалипсиса. Ехал полдня, 200 километров, все было хорошо, асфальт. Там +1, 0, ну нормально, грязно так. И остается мне 88 километров до выгрузки. Опять началось, что дорога не чищена. И снег идет. Посмотрим, что будет у меня на выгрузке. По дороге также убедился, что та часть Швеции тоже под снегом, очень хорошим снегом, местами огромное просто количество выпало. Думал, чуть глубже пойду от Скелефтеи, там снега будет еще больше, но нет, оказалось, там вообще его почти не было. Жду вон того трактора, он за мной приедет, и мы поедем в другое место в 10 минутах отсюда. Смотрите, как вышло. 24 палета. И я специально ставил сюда 2 палета, чтобы у меня была максимальная нагрузка наперед. Если бы я еще те 2 палета поставил назад, то передвигаться мне было бы крайне тяжело. А так, к вашему вниманию, какие веса я имел с помощью такой загрузки. То есть примерно с разным грузом нужно смотреть и прикидывать примерно. Если у вас есть такая возможность нагрузить передок, то делайте это. Общий вес груза составил у меня 26 тонн. Вот такой вот расклад по грузу. Распространенная шведская техника. Это у нас карьерный самосвал Volvo. Это один из маленьких. Ну, точнее, это не самый, конечно, маленький. Но бывают и поменьше, и также и побольше. И вот, собственно, в чем суть этого всего видео было, что я хотел сказать, что на ровном месте, вот как ниоткуда, да,
могут возникнуть проблемы. Там один повис, а там сразу связка их, несколько, раз, два, три, то есть ты не понимаешь, что вообще происходит, 4 в итоге выходило. Но тот лежал, то есть видно, как-то так вот, мне так казалось, что он там уже долго лежит. Ну как долго, с этого дня. То есть там уже никого не было, он уехал куда-то, его забрали. Ну вот, сколько они там еще все стояли, тоже как бы неизвестно. И, собственно, моя перестраховка. Я, кстати, когда сел за руль, ну, кнопку вначале обратно отпустил, тормозную на прицепе, сел в тягач, у меня тягач по чуть-чуть, так вот, знаете, поддергался. Вот, либо это у меня уже глаз дергался и все остальное, ну вот, либо все-таки я-то, ну, немножко мне стало непонятно, я сразу как бы отпустил с ручника и поехал, потому что не ждал, пока она там скользить куда-то начнет. На такой же, собственно, дороге у меня тогда тягач и соскользнул. Я тогда не затормозил отдельно прицеп. Ну, хоть у меня была Volvo, в Volvo есть функция затормаживания отдельно прицепом. Я ей тогда не воспользовался. И также у меня с горы примерно, кстати, с таким же весом. Нет, у меня даже тогда было немножко легче. У меня немножко было легче, но вот каток примерно был такой же, как и там. И у меня тогда тягач начал скользить сам по себе в эту Сканию, которая мне не дала проезда. Видео тоже было на канале, я рассказывал, как это все происходило. Там немного просто, у меня не было фото-видеоматериала, поэтому с большего там был просто рассказ. На спуске я встретился с негабаритом, не смог с ним разъехаться. Ждал, пока он даст назад на цепях. Он уже надел цепи, до этого он был без цепей, он пытался в подъем подняться без цепей. И я с ним уже так вот застряли мы. Я подождал, пока он съедет вниз. В это время я цепи свои все сложил. Так как у меня передок ушел немножко уже в сугроб, я не мог выехать. Мне пришлось по цепям выкарабкаться, откопаться. И уже спокойно выровнял я тягач. Пошел все слаживать, там лопату, цепи. И в это время у меня тягач начал скользить вниз. Я его догнал. Но остановиться я только смог, когда ровненько впечатал ему в кенгурятник. И здесь то же самое, то есть пошел посмотрел сам себе, ну то есть задачу упростил, посмотрел, убедился, потому что может быть кто-то там за ним еще, ну я не понимал издалека, насколько, что там, как там. Поэтому лишний раз лучше перестраховаться, если есть такая возможность. И собственно вот начало конкретное положено уже. Поэтому следите за каналом, подписывайтесь. А с вами был Федор. Всем удачи, до новых встреч, пока. Выходные на базе. Подключился я к розетке с помощью такого вот преобразователя, так, в Скании. Здесь подключаются провода. Все. Удлинителем к столбику. И стою с пятницы по понедельник, не парюсь, что у меня сядут аккумуляторы.